До 1200 метров. Сейчас я проскакиваю. Зацепила, блядь. Сегодня, познакомившись с командиром батальона Сомали Гиви, я направляюсь в населенный пункт Спартак, который находится северо-восточнее аэропорта. Впереди следует машина сопровождения. Моя задача не отстать от них и проехать как можно быстрее простреливаемые участки. Улицы в населенном пункте Спартак расположены под 90 градусов друг к другу. Все улицы, пролегающие с юга на север, простреливаются украинскими военными насквозь, так как их позиции находятся севернее, на территории воинской части. Сейчас я проскакиваю. Простреливаем. Опасно, блядь! Это опасный участок, он простреливается. Надо проскочить быстро. На УАЗике это делать достаточно тяжело. Впереди меня несется копейка. Блять. Все, камеру бросаю. Наш УАЗ только что прошел боевое крещение. Надо было очень быстро проскочить по бездорожью простреливаемый участок. Он выдержал с честью, но я не очень. Так как вождение этим шайтайн-машиной у меня плохое, то несколько раз чуть не перевернулся и так побросало нас по дороге. Но машина выдержала, отлично прошла. Я оставил машину там, куда мне указали, и последовал дальше, на позиции ополченцев. Позиции находятся в 200 метрах впереди, дальше снимать нельзя. Дальше на стареньком москвиче мы отправляемся на патрулирование. Один из командиров ополченцев должен проверить посты, и я воспользовался возможностью присоединиться к нему. Позиции украинских военных находятся слева от нас в 1,5 километрах и чуть выше, поэтому они могут заметить нас и открыть огонь из зенитной установки или ПТУРа. С какой дистанции они бьют? Дистанция километров. Здесь находилась стационарная точка пулемета «Утес». В километре от нас находится позиция украинских военных. Когда они засекли расположение пулемета, то нанесли удар ПТУРом. Один боец ополчения погиб, второй получил ранение. Бездорожье взяло свое, и наш москвич застрял в грязи. Водитель остался вызволять пленную машину, а мы продолжили патрулирование пешим. Птичка либо на нас реагирует, либо какая-то не реагирует. Слева от нас железнодорожная ветка. Вдоль нее сюда ночью или при плохой видимости часто проникают разведгруппы украинских военных. Это мирные жители, оставшиеся в поселке Спартак. Всего их 78 человек. Сегодня мы попросили старшего поселка составить список жителей, чтобы доставить сюда гуманитарную помощь.
Чтобы экономить на обогреве, люди соорудили вот эту летнюю кухню. Когда мы вернулись с патрулирования, я обнаружил, что наш УАЗик подвергся обстрелу. В блиндаже закончился бензин для генератора, а в машине была запасная канистра. Я с ополченцем отправился за ней и обнаружил повреждения машины. Предположительно, это была зенитная установка, и снаряд сдетонировал над крышей УАЗа. Взрывом в крыше УАЗика образовалась пробоина в 20 сантиметров и выбило все стекла с правой стороны. Мы быстро забрали канистру и ушли, чтобы нас не накрыло повторным обстрелом. За кадром осталось то, как ночью мы перегоняли этот УАЗик в другое место, рискуя быть замеченными украинскими военными. Задние фары предательски выдавали нас при включении задней передачи или нажимании тормоза. Это сильно демаскировало нас в темноте. Мы успешно переставили автомобиль в новое укрытие. После того, как мы переставили УАЗик, начался небольшой обстрел. И наблюдатели сообщили, что возможно какое-то движение по зеленке в сторону позиции ополченцев. Чтобы предотвратить возможный прорыв диверсионных групп, по зеленке отработали из пулеметов. Отходи оттуда. Мы находимся в районе Донецка, Спартак. Весь день украинские военные вели огонь по нам, повредили мой УАЗик, на котором я сюда приехал. И вот сейчас, чтобы предотвратить завтрашние обстрелы, ополченцы пытаются вызвать огонь и подавить огневые точки. Перед ополченцами стоит две задачи. Первая – предотвратить возможный прорыв диверсионных групп. Вторая – засечь огневые точки противника при ответном огне. Как рассказали мне ополченцы, боевые действия здесь ведутся сейчас таким образом. Украинские военные регулярно обстреливают позиции ополчения. Если не получают ответку, то начинают сближаться с помощью диверсионно-разведывательных групп. Чтобы предотвратить это развитие событий, периодически ополченцы стрелковым огнем отвечают на провокацию ВСУ. Если украинцы начинают использовать танки или что-то тяжелое, то в ответ по ним бьют из противотанковых управляемых комплексов. Следуя Минским соглашениям, у ополченцев сейчас связаны руки. Они не наступают, чем пользуются вооруженные силы Украины. Так прошел мой первый день на передовой в «Спартаке». Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».